Здравствуйте, меня зовут Томаш. Сегодня мы научимся записывать макросы и редактировать их без знания программирования. Что это такое? У нас есть умная таблица. Чтобы записать макрос, по созданию сводной нам необходимо переименовать данную таблицу на вкладке «Конструктор таблиц», выделить имя таблицы и присвоить, предположим, исходные данные. Enter. Нажимаем вот на эту кнопку для записи макроса. Называем наш макрос, предположим, сводная. Окей. В данный момент происходит запись макроса. Нажимаем на кнопку сводная. Выбираем, предположим, существующий лист и ячейку, на которую мы хотим построить сводную таблицу. Окей. Строим сводную таблицу. Сумму сделки закидываем значения. Далее мы хотим добавить срез. Для этого в поле дата продажи закидываем в строки. Обратно выбрасываем годы, кварталы и месяцы. И дату продажи. Выбираем кнопку «Вставить срез». Годы, месяцы. Окей. При зажатой клавише Alt у нас привязывается к сетке наши срезы, поэтому они становятся более ровными. Останавливаем запись макроса. После этого, предположим, мы хотим отредактировать наш макрос. Для этого еще раз нажимаем «Запись макроса». Окей. Предположим, мы забыли вставить кварталы. Переходим в нашу сводную таблицу. Анализ сводной таблицы. Вставить срез. Кварталы. Окей. И вставляем кварталы. Отключаем запись макроса. После этого нам нужно объединить первый наш макрос и второй макрос. Для этого открываем редактор VBE, Alt F11. После того, как открылся редактор VBE, нам необходимо найти нужный нам модуль, куда записался макрос 2. В данном случае это модуль 1. Прокручиваем вниз, и вот наш макрос. Выделяем код, Ctrl-X, вырезаем его и добавляем его в первый макрос. Не забываем сохраниться. Закрываем и закрываем без сохранения. Проверим, как работает наш макрос. Еще раз заходим в данный файл. На следующий день, предположим, это может быть новая таблица. Главное, чтобы было сохранено количество колонок. После того, как мы открыли наш файл, нам также нужно переименовать нашу таблицу. Конструктор таблиц. Присваиваем имя, исходные данные. Enter. Запускаем наш макрос на вкладке «Разработка», макросы, сводная, выполнить. Вот наш отредактированный макрос. На этом сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Спасибо за внимание.